Сейчас я расскажу про мой опыт гибки толстого листового металла. Я это делал в условиях довольно хорошей мастерской, но я не использовал никакого особо экзотического оборудования. Такое, оказывается, есть даже у некоторых в гаражах. Поэтому я считаю, мой опыт может быть полезен широкому кругу мастеров. Нужно было придумать ухо для подъемного крана, чтобы приваривать к разным тяжелым железкам, у которых не всегда есть удобная поверхность, чтобы приварить просто металлическую петельку. И я придумал вот такую конструкцию. Она дает некоторый вылет, и его можно приварить как к горизонтальной, так и к вертикальной поверхности. Но проблема в этой гнутой детали. Нормального листогиба нет, есть только пресс. Можно сварить такую форму из отдельных кусочков, но мы решили поберечь сварщиков и придумать что-то более изящное. Потому и пришли к необходимости гибки. Я думаю, цельная деталь будет и красивее, и крепче. Я нарисовал матрицу и пуансон по наружнему и внутреннему контуру этой детали. Примерно вот так должно работать. Детали матрицы и пуансона парни вырезали на плазморезе. Мы их собрали в пакет. Сначала просто свинтили, потом решили проварить. И в принципе это уже было похоже на то, что нужно. Но только верхушку немного фрезернули, чтобы деталь ложилась ровно и чтобы пресс не выдавил это в бок. Первый же пробный гиб показал, что нужны какие-то направляющие. Поэтому вырезали такие щечки и привинтили их по бокам. По ним и выставлять удобнее. Теперь пойдем посмотрим на сам процесс, как все это будет происходить. На матрицу кладу заготовку, на нее пуансон. Делаю примерно так, чтобы винты на пуансоне попадали между направляющих в матрице. Сверху надо наставить еще разных железок, чтобы хватило рабочего хода поршня. Надо подвигать всю сборку, чтобы поршень давил более-менее посередине. Поначалу как будто ничего не происходит, но потом начинается какая-то жесть. Посмотрите, что тут творится. Этого мало. Еще. Вот теперь нормально придавили. Давай назад. Тут можно поддеть для удобства разборки. В принципе, не так уж трудно разбирается. Ну и вот в итоге такая деталь. Уже прихвачена. В общем, всем понравилось. Они там нагнули столько этих ушей, что из всех щелей поперло. Ну и меня, конечно же, понесло. Я давай там гнуть все подряд. Вот, например, в этой матрице встроены угловые поворотные кулаки. Они могут сгибать под 90 градусов. Но такая матрица уже потребовала фрезеровки. Ну и как мы поняли, в этом деле, а может быть и не только в этом, главное вовремя остановиться.